Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки. Продолжаем с вами готовиться к единому государственному экзамену, решая задачи из сборника задач с 10-11 класс Московкиной и Волкова. И сейчас нам предстоит решить еще 5 задач, начиная с 10-22 и заканчивая 10-26. Так, задача 10-22. Троллейбус, масса которого 10 тонн. Масса 10 тонн – это 10 тысяч килограмм. Или я запишу так вот, 10 в четвертой степени. 10 в третьей – это тонна. И еще нолик добавим. Значит, получаем 10 тысяч. Трогаясь с места, приобрел на пути 50 метров, скорость 10 метров в секунду. Вот когда решается задача, сразу нужно найти какое-то ключевое слово. А ключевое слово здесь «трогаясь». С места, трогаясь. Это означает, что начальная скорость была равна 0 метров в секунду. Приобрел на пути 50 метров, то есть прошел дельта X 50 метров. Ну, иногда я пишу S равняется S 50 метров. Ну, в данной ситуации путь и перемещение по численному значению, да, ну, они будут равны. Вот. Скорость 10 метров в секунду. Значит, скорость 10 метров в секунду была приобретена. Найти силу трения, если сила тяги 14 килоньютонов. 14 на 10 в третьей степени ньютонов. И нужно найти силу трения. Силу трения я буду обозначать маленькой буквой F. Ну что мы должны, так сказать, сделать? Итак, троллейбус поехал, сила тяги, сила трения мешает. Ага, второй закон Ньютона, который нам говорит о том, что если огромное количество сил приложить к какому-нибудь телу, у которого имеется масса, значит, у него будет ускорение. Значит, второй закон Ньютона я могу в математической форме записать вот таким вот образом. Ну вот все. Ну, представим себе этот троллейбус вот с рогами. Допустим, это троллейбус, да, и что? Значит, это у нас сила тяги, а вот так вот у нас будет сила трения F маленькая. Это означает, что выбрав положительное направление оси слева направо, ну, естественно, по направлению действия силы тяги, мы можем записать, что F это у нас положительно. Мы сейчас находим проекции этих действующих сил на ось X. Отнять F, потому что сила трения мешает, это будет ma. Произведение массы телом ускорения. Ну и уже отсюда будет следовать, что ускорение, которое мы ищем, это F отнять F, деленное на массу. Проблема здесь заключается в том, что мы не знаем, чему будет равняться ускорение. Ага, ну значит, если ускорение неизвестно... Ой, что я делаю? Ой, елки-палки. Мы же ищем силу трения. Ой. А я ищу ускорение, так, по накатанному пути идем. Мы силу трения ищем, значит, сила трения будет F отнять ma. А вот теперь мы должны подумать, как найти ускорение. Нам известно пройденное расстояние, да, и скорость, которую тело приобрело. 10 метров в секунду, начальная 0, времени нет. Значит, есть вот такая вот формула дельта x. v квадрат отнять v нулевой квадрат, деленное на 2а. v нулевое это 0. Значит, ускорение это v квадрат, деленное на 2 дельта x. Значит, сила трения у нас будет равна F, отнять масса. А вот вместо ускорения напишем v квадрат, деленное на 2 дельта x. Вот все. Вот все. Вот. Задачка, в принципе, решена. Нужно что сделать? Подставить численные значения. Ну, давайте подставим. Значит, здесь будет 14 на 10 в третьей. Отнимаем. 10, 26 подвинем чуть-чуть в сторону. Отнимаем. Значит, масса
10 в четвертой. v квадрат это 10 во второй. Ну, 10 в квадрате это 100. И делим на 2 дельта х. А еще делим на 100. Да, значит, еще на 10 во второй пак, здесь 10 в четвертой. А здесь 14 на 10 в третьей. Или 1,4 на 10 в четвертой. Отнимаем 1 на 10 в четвертой. Правильно? И что мы получаем? Мы с вами получаем 0,4 на 10 в четвертой степени ньютонов. Ну, или 4 на 10 в третьей степени ньютонов. Или 4 кило ньютона. Вот все. Видите? И даже нам калькулятор не потребовался. Все. Эту задачку мы с вами решили. Едем дальше. Едем. Тело массой 3 килограмма. Мы сейчас будем решать 10-23. Итак, тело массой 3 килограммчика. Массой 3 килограмма. Падает в воздухе с ускорением 8 метров на секунду в квадрате. Ускорение 8 метров на секунду в квадрате. Определить силу сопротивления воздуха. Силу сопротивления воздуха, которую обозначу маленькой буквой F. Так вот, давайте с вами сейчас вспомним все задачки, которые решались, допустим, на свободное падение тел. Мы говорили, тела падают на Землю с ускорением 9,8 метров на секунду в квадрате, округленно до 10. Но они падали всегда с этим ускорением при одном условии, что сила сопротивления воздуха не учитывалась. А сейчас тело падает с ускорением, но не 9,8, приблизительно 10 метров на секунду в квадрате, а с ускорением 8 метров на секунду в квадрате. Это означает, что сила тяжести, которая действует на тело, и есть еще сила сопротивления воздуха. Вот все. То есть, если я сейчас выбираю ось Y по направлению падения тела, я тогда могу записать, что mg отнять F это и есть не что иное, как ma. А это означает, что сила трения или сила сопротивления воздуха будет равна mg отнять ma. F сюда, ma сюда, F равняется m, g отнять a. Все. Вот. Ну и что получается? 3. Правильно? Тут 10 отнять 8 будет 2. Ну, короче, получается 6 ньютонов. 10 отнять 8 и умножаем на 3. Получаем 6 ньютонов. Вот такая вот сила сопротивления у нас, так сказать, в нашей задаче случилась. Едем дальше. Сейчас 10-24. 10-24. 10-24 задачка такая. Тело массой 0,1 кг. Я сначала прочитаю. Брошено вертикально вверх со скоростью 40 метров в секунду. Достигло высшей точки подъема через 2,5 секунды. Определить среднее значение силы сопротивления воздуха. Ну, давайте условия записываем. Итак, тело массой 0,1 килограмма. Вертикально вверх бросили, то есть это начальная скорость 40 метров в секунду. Высшая точка подъема была достигнута через 2,5 секунды. Нужно найти среднее значение силы сопротивления воздуха. Да? Ну так. Ну что нужно делать? Нужно опять-таки рисовать чертеж. Вот. И сообразить, что же здесь происходит. Вот отсюда было брошено вертикально вверх тело. Оно стало подниматься. Так. Сила тяжести всегда направлена вниз. А
тело брошено вертикально вверх. И вот оно летит в воздухе. Сила тяжести действует? Действует. А вот интересно, а сила сопротивления куда будет направлена? А тоже вниз. Тело движется вверх, а воздух, да, мешает ему подниматься. Вот. Сила F тоже направлена вниз. Значит, F плюс mg, это у нас должно быть произведение массы тела на ускорение. Произведение массы тела на ускорение. Так. И силу сопротивления воздуха мы с вами должны найти. Ну, чему сила сопротивления воздуха будет равняться m. mg переносим туда, и тут будет а отнять g. Все хорошо. Все хорошо. Да? Вот. Все у нас хорошо. Только что нам неизвестно. Что нам неизвестно? Нам ускорение-то неизвестно. Так, значит, надо соображать, что же делать у нас с ускорением. Так, достигла наивысшей точки за 2,5 секунды. Так, за 2,5 секунды достигла наивысшей точки. То есть, если обозначу h, вот это вот наивысшую точку подъема, вот это вот у нас будет h, да, то h тогда будет равняться vt деленное на 2. Почему? Потому что v плюс v нулевое деленное на 2 умножить на t, это в данной ситуации может быть расстояние. Высота подъема, но v нулевое это было равно нулю. Отлично. Значит, я могу найти эту высоту. Отлично. Ну, давайте найдем 40. Умножим на 2,5 и поделим на 2. Значит, высота у нас получается равна 5 метрам. Вот. Высоту нашел. А если я нашел высоту, значит, я могу и ускорение найти. v квадрат отнять v нулевое квадрат, деленное на 2а. Наивысшей-то точке подъема тело остановится. А ускорение у нас будет отрицательным. Вот ведь в чем дело. Значит, ускорение будет равняться v квадрат, деленное на 2h. Давайте посчитаем. 1600 и делим на 2h, и делим на 10. Да? И что же у нас получается? У нас получается, вау, у нас получается 160. Что же у нас такое получается? Почему 160 получилось? Почему 160 получилось? Почему у нас получилось 160? Я не понял. V умножить на t. Это 40 умножить. Ну, конечно. Это не 5 метров получается, а 50 метров получается. Ну вот. Умножил называется. Вот видите, да? Значит, здесь надо поделить на 100. Пах, пах, пах. И получается 16 метров. 16 метров на секунду в квадрате. 16 метров на секунду в квадрате. Вот. Что-то я запутался, да? Что-то я запутался. 16 метров на секунду в квадрате. Ну правильно, чего это? Ничего не запутался. Вот, мысли какие-то дурные в голову лезут. Короче говоря, F получается масса 0,1, а это 16, а G 10. Всего умножаем на 6, получаем 0,6 ньютонов. Вот. Вот таким вот образом ускорение-то у нас получилось. Самое-то интересное заключается в том, да, что вот эта сумма всех сил направлена против оси. То есть ускорение, вот, по идее здесь оно отрицательно. Вот. Но мы его уже учли, что оно отрицательное. Понимаете, вот здесь вот, когда я поставил знак минус. Вот, потому что сила трения,
точно так же, как и сила тяжести, замедляет движение тела, брошенного вертикально вверх. А значит, ускорение при данной ситуации, как я выбрал ось, оно у нас будет отрицательно. Ну вот все. Вот все. Нашли с вами. Ускорение подставили сюда и получили ответ. Все, 10, 2, 4 решили. Вот. Да? А какие же мне мысли в голову-то лезли? Они вот какие мысли интересные, да? Вот смотрите, если мы берем шарик, да, и отпускаем, на него действует сила тяжести. А это означает, что ускорение, да, вот, в любой ситуации, вот, которая будет действовать на тело, если нет сопротивления воздуха, оно все равно будет равняться 10 метров на секунду в квадрате. Вот. Поэтому я думал, как же я получил 16 метров на секунду в квадрате, если этого как будто бы быть не может. Оказывается, может, если есть сопротивление воздуха. Ну вот, ладно. Давайте дальше с вами будем решать задачку. Значит, сейчас задачка 10.25. Задачка про парашютиста. Парашютист массой 60 кг совершил прыжок с воздушного шара. И при скорости 30 метров в секунду раскрыл парашют. Значит, масса 60 килограмм и при скорости 30 метров, то есть сейчас начинается задача, когда он достиг этой скорости. 30 метров в секунду раскрыл парашют. Через какое время скорость парашютиста достигнет величины 5 метров в секунду? Вот, потому что, раскрыв парашют, воздух, да, сопротивление воздуха, скорость начнет меняться, уменьшаться, если средняя сила сопротивления 650 ньютонов. Вот. Значит, что мы должны дойти, через какое время? Найти время. Вот, представили себе. Значит, вот парашют, тут парашютист. Короче говоря, там, ладно, это его ноги, вот это парашют. Вот. И в данный момент V нулевое 30 метров в секунду. Он продолжает опускаться. Вот. Там. Естественно, для того, чтобы дойти до скорости 5 метров в секунду, до скорости V, он проходит, естественно, какое-то расстояние. Но прежде всего, что мы должны сделать? Мы должны силы расставить. Итак, сила, которая будет действовать, это сила тяжести и, раскрыв парашют, сила сопротивления. Правильно? Значит, я записываю mg отнять f. Вот. Я выбираю ось вниз. И это будет равняться произведению массы тела на ускорение. Вот. Правильно? Правильно. Ну, хорошо. Что же у нас тогда получается? Масса есть, сила сопротивления есть, мы не знаем, чему равняется ускорение. А его можно найти, это v отнять v нулевое, деленное на время t. Правильно? Вот. Значит, ускорение мы можем таким вот образом найти. Ну и что у нас получается? Давайте посмотрим. Значит, масса 60 умножаем на 10, получаем 600. Отнимаем 650. О, получается отрицательное число. А пугаться-то не стоит. Потому что ускорение-то у нас, оно по идее-то тоже отрицательное. И вот почему. 5 умножаем, 5 отнимаем с вами 30. Правильно? И деленное на t. Все получается минус 50. А здесь получается минус 25, деленное на время t. Правильно? 25. Только что я сделал эту. Я на массу не помножил. Елки-палки, на 60 еще надо умножить. Вот.
И тогда у нас получается, ну что, здесь можно записать, сократив на 25 левую и правую часть, тут будет двоечка, значит t будет равняться минус 60 на минус 2 и получаем 30 секунд. И получаем с вами 30 секунд. Вот такая вот ситуация. Я решил таким вот образом. Да? Вот. Что можно еще сделать? Каким образом, так сказать, подойти? Кто-то может сказать, вот это ведь сумма сил, она будет отрицательна. Да. А отрицательная сумма сил дает нам и отрицательное ускорение. Поэтому я могу записать здесь минус и здесь поставить знак минус и продолжать решать. И в конечном итоге мы от этих минусов избавимся и все равно получим 30 секунд. Все зависит от того, под каким углом мы рассматриваем, так сказать, данную задачу. Ну что, решили, правильно? Остается еще одна задачка, 26-я. Ну давайте ее решим с вами. Задачка 10.26. Задачка 10.26. Парашютист, достигнув, вот задачки про парашютистов. Парашютист, достигнув в затяжном прыжке скорости 55 метров, раскрыл парашют. Ну, почти то же самое, что у нас и было. Значит, парашютист достиг в затяжном прыжке скорости 55 метров в секунду, раскрывает свой парашют. После чего его скорость в течение 2 секунд уменьшилась до 5 метров в секунду. Понятно? Смотрим предыдущую задачу, да? Найти силу, с которой действует на парашютиста стропы парашюта. Это и есть сопротивление воздуха. Сила сопротивления воздуха. Если масса парашютиста 80 килограмм. Вот такая вот задача. Ну что, задачка очень похожая на ту, которую мы с вами решили. Итак, вот у нас там парашютист. Вот этот парашют такой грибок, это его, так сказать, руки. Неважно, вот это вот что мы должны найти. Значит, сопротивление воздуха. Да, вот у нас натяжение этих строп. Тут он держит ручки. Вот. Короче говоря, сила тяжести вниз. Сила сопротивления у нас будет вверх. МЖ отнять F равняется МА. Вот. И давайте сейчас мы пойдем по другому пути. Вот. Не таким путем надо идти. Я вот смотрите. Да. Парашютист. А нет, зачем по другому пути? Вот он у нас вниз и падает. Все хорошо, не надо вверх. Вот, значит, сила МЖ отнять F, МЖ отнять F, да, будет МА. Все. И сила сопротивления, которую мы ищем, да, это МЖ отнять МА. Вот что мы с вами должны, так сказать, сделать. Вот. А чему будет равняться-то ускорение? Ускорение, оно у нас будет равняться v отнять v нулевое, деленное на t. Не надо бояться в данной ситуации делать вот таким вот образом. Давайте посчитаем, чему оно будет равняться. v это конечная скорость. Отнимаем начальную 55 и делим на время t, на 2 секунды. Значит, получаем минус 25. Правильно? Метров на секунду в квадрате. Ну, естественно-то, ускорение будет отрицательное. Почему? Да потому что парашют будет замедлять свою скорость. Поэтому сила, которую мы ищем, будет равняться m, g минус ускорение. Вот отсюда. И что же у нас получается? 80, 10 минус 25. Вот. Видите, что получилось? Вот. Минус-минус дает плюс. Значит, получается, что сила трения это 8 нужно умножить
на 35. И таким образом мы получаем с вами 2800 ньютонов. 2800 ньютонов – это сила сопротивления. Она отрицательна, потому что ось-то направлена вниз, а сила сопротивления мешает. Но ее отрицательность мы выразили вот здесь, вот, когда написали минус А. Вот. Можно так делать? Можно. Короче, что я хочу сказать. Когда решается задача, это не просто подставить численные значения, а нужно понять, что происходит. Я надеюсь, что я постарался объяснить как можно понятнее. Вот все. А вообще, мальчики и девочки, студенты и студентки, учите физику на самом суперском канале. Физика – это просто канал, на котором любые задачи вдруг становятся простыми, понятными и доступными. Хотите сдать единый государственный экзамен как положено, заходите на мой канал, буду вам очень рад. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.